Приветствую всех симрейсеров и любителей автоспорта. Это видео посвящено моему дебютному выступлению на первом этапе Кубка РАФ по цифровому автоспорту на трассе Пол Рикард. Из-за проблем с модемом у меня не получилось квалифицироваться, я стартую в последней позиции. Выступаю на Ferrari 488 EVO в камуфляжных цветах. К моему большому счастью, во втором повороте произошла крупная авария, и я сразу же отыграл 7 позиций. Отличный выход в слипстриме напрямик Мистраль. Атака Лексуса. И мы с Лексусом проходим Астон Мартин Талитова. Хотелось бы отметить, что вся группа пилотов в Лиге Сильвер достаточно близко идут друг к другу и на квалификации, и в принципе в самой гонке. Достаточно чистая борьба между пилотами. Здесь напрямик я просто вцепился в Зурабова. Ошибка и плюс еще одна позиция. Я заметил, что Астон Мартин хорош на этой трассе в поворотах. Выход напрямик Мистраль. Я потихоньку ухожу от Астон Мартина и готовлю атаку на Макларен Иванова. Слипстрим. Догоняю торможение. Ошибка Иванова, я прохожу его, небольшой контакт, Иванов пытается отвоевать позицию. Хотелось бы отметить, что Ferrari очень хорошо едет на прямиках, ее прям очень сложно догнать. Либо просто я подобрал удачные настройки для этой трассы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно знать ваше мнение. Выход в слипстриме напрямик Мистраль. И вот здесь отчетливо видно, как Ferrari хорошо едет на прямике. Я прям сильно догоняю Porsche. Атака, обгон.
На этой трассе я заметил, что если пилоты не ошибаются, едут очень чисто. Здесь единственное место, где можно совершить обгон, это вот как раз таки вот примит Мистраль. Пытается отвоевать позицию пилот Porsche. Обратите внимание, какая плотная борьба идет среди впереди идущих машин. Постепенно догоняя группу идущих впереди меня машин. Небольшой снос и ошибка пилота Audi. Я его прохожу, и в следующем повороте я проезжаю точку торможения, ошибаюсь, и пилот Audi возвращает свою позицию. Мне показалось, что на тренировочных заездах зацепа было больше, а на свободных сессиях передние покрышки я прям замечал, что они не прогреваются достаточным образом. Если вы заметили то же самое, напишите об этом в комментариях. Отличное пилотирование пилота Porsche. Выход напрямик Мистраль. Вот обратите внимание, на прямике Porsche не может догнать меня. Ни капли не может приблизиться. Не знаю, либо это действительно Ferrari так хорошо едет на прямиках, либо действительно я подобрал правильные настройки. Вообще сравнительно недавно я катаю в этом симуляторе. Очень нравится. Классная физика, настройки подвески, температуры и зацеп шин. Впервые я участвую в подобного рода соревнованиях. Очень нравится. Большое спасибо SMP Racing и Федерации автомотоспорта за данное мероприятие. С камеры вертолета прям отчетливо видно, что Ferrari очень хорошо едет на прямике. Не может догнать меня на прямике Porsche. И несколько поворотов перед прямиком Мистраль. Здесь важно не заезжать на поребрики, потому что сильно теряется скорость на выходе. И здесь в зоне крыла я начинаю активно уходить от Porsche и догонять Агеева на Audi. Очень интересно, конечно, какие настройки использовали другие пилоты по прижимной силе. Ну что, вот эти повороты прям явно видно, как Ferrari догоняет других пилотов. На торможении я прям сильно приближаюсь к пилоту на Audi.
Здесь, конечно, очень важно перед прямиками не вываливаться из зоны крыла, потому что как только ты вывалился из зоны крыла, ты начинаешь сильно отставать. Конечно, в Assetto Corsa слипстримы не так активно работают, как в Gran Turismo, но вот в данном случае просто как будто я в Gran Turismo гоняю. Атака. И да, я прохожу Агеева. Оу, разворот. Еще одна позиция. Агеев не сдается, атакует. Еще я заметил, что в гонке очень сильно стирались шины. В подобных условиях на тренировках с ботами они не так сильно уходили. Если вы заметили то же самое, напишите об этом в комментариях. На позднем торможении пытается догнать пилот Audi. Но у меня хороший выход из поворота, и вы отчетливо видите с камер вертолета, как я потихоньку ухожу от Агеева. Ошибается Кашпаров, и я подъезжаю еще ближе. Серия поворотов перед прямиком Мистраль, на котором у меня есть преимущество. Конечно, шины уже достаточно сильно стерлись, уже сложно пилотировать болид. Конечно, очень тяжело было догнать Кашпарова. Только его мелкие ошибки, они помогали мне приблизиться ближе. Вот разрыв 2 секунды, прямик Мистраль, 1,5 секунды. Вот здесь ошибается Кашпаров, заезжает на поребрик, который, я считаю, что сильно тормозит выход напрямик Мистраль. На этой трассе очень тяжело бороться с Астон Мартинами, они очень хорошо едут эту трассу. Тяжело прям догонять Кашпарова. Не хватает мне слипстрима в этом прямике. Ну, прям видно, как достаточно сильно стерлась резина. Вот небольшой занос. Вот они, долгожданные ошибки. Если Аркадий Цареградцев ехал бы в моем болиде, он бы сейчас сказал: не крути рулем, газ держи.
Конечно же, достойный соперник. Уже несколько кругов я пытаюсь его догнать, но у меня как-то слабо получается это. Вот постепенно я заезжаю в зону крыла и активно начинаю догонять. Наконец-то я подъехал в зону крыла, и на этом круге я попытаюсь совершить атаку. Связка поворотов перед прямиком Мистраль. Я в зоне крыла и выход. Пошел. Слипстрим. Атака. Да. 4-я позиция. Да, очень хорошо едет пилот Астон Мартина. Прям достойная борьба. Классная, крутая. Ну а здесь остается насладиться красивыми видами борьбы между мной и Астон Мартином. Отличные планы, красивые болиды.
14,5 секунд мне остается до следующего пилота. Вряд ли я его уже догоню до конца гонки. И мне остается сдерживать Кашпарова, обороняться и не давать ему атаковать. Просто в каждом повороте Кашпаров пытается атаковать. Вот опять здесь конкретно видно, что Прямик, вроде бы зона крыла, но Астон Мартин не может догнать меня. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А наша 30-минутная гонка подходит к концу. У нас последняя серия поворотов. Еще раз хотелось бы отметить, что из-за проблем с роутером у меня не получилось квалифицироваться, и я стартовал с последней позиции. Но гонка сложилась для меня достаточно благоприятно, и мне получилось достичь 4-й позиции. Последний поворот, Прямик и финиш, 4-я позиция. Хотелось бы еще раз поблагодарить СМП Racing и Федерацию автомотоспорта за данное мероприятие. Классные пилоты, классная гонка, классная организация. Большое спасибо, ребят. Ну а если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал, кликните колокольчик и увидимся на следующем этапе.